Всем привет и опять новый ролик. Сегодня мы будем проводить разные эксперименты в аквариуме. Сейчас тут плавают ни о чем не подозревающие рыбки. А ведь сегодня в их доме мы будем распылять, взрывать, стрелять и даже зажигать. Интересно? Тогда смотрите ролик до конца. Они еще не знают, что сегодня случится с их домом. И не узнают. А зажечь в этом видео нам поможет фаер красного цвета. Пиротехническое устройство, предназначенное для подачи светового сигнала. Выглядит не очень впечатляюще, но это пока мы не подожгли этот шнурок. Погнали! Воу, другое дело. Как думаете, он будет гореть под водой? Быстрее пишите свои предположения в комментарии. Невероятно, ребята, он горит. Не так ярко, как на воздухе, но горит. Волшебство какое-то, не правда ли? На самом деле в смеси фаера находятся перхлораты, вещества, которые выделяют кислород при нагревании. Поэтому у нашего фаера есть небольшой запас для горения. Ладно, давайте попробуем еще что-нибудь поджечь под водой. Например, охотничьи спички. Обычно их используют туристы, альпинисты и моряки, ведь они моментально зажигаются, горят и не гаснут даже под водой. Давайте это проверим. Что ж, видимо, под водой производители спичек имеют в виду капли дождя, а не целый аквариум. От этого яркого пламени остались лишь симпатичные пузырьки. Хотя постойте, на воздухе она все еще горит. Дело в том, что ниже головки у спичек присутствует специальная обмазка, в которую входят крахмал и нафталин, а сами головки покрыты нитроцеллюлозной пленкой, поэтому их пламя так просто не потушить. Ну, а мы продолжаем. Пора придать этому видео немного опасности, и этот красавец нам в этом поможет. Давайте посмотрим, как он стреляет под водой. Результат так себе, какой-то пшик получился. А все потому, что плотность воды больше плотности воздуха в 800 раз. Поэтому дальность выстрела небольшая. Так что, ребята, поохотиться под водой у вас вряд ли получится. Окей, теперь нужно взять что-то посимпатичнее. И, как говорится, красота в простоте. А что может быть проще воздушных шариков? Давайте посмотрим, как они поведут себя под водой. Кажется, с зеленым мы немного перестарались. В нем многовато воздуха, из-за чего он кажется настоящим бунтарем и совсем не хочет слушаться. Ну все, попался. Теперь получай. Если посмотреть внимательно, то на кадрах в замедленной съемке видно, как пузырьки воздуха первое мгновение еще сохраняют форму шарика. Невероятно. Давайте посмотрим, как поведут себя оставшиеся желтый и розовый. Мы надули их чуть меньше, поэтому с ними справиться получится намного быстрее. И пау! Все так же красиво. Полюбуемся на последний желтый шарик. В нем воздуха меньше всего, поэтому и в воде он почти не сопротивляется. Лопаем. А результат ничуть не хуже. Что ж, возьмем что-нибудь поэффектнее. Разве может быть что-то лучше ванны с ароматными бомбочками? Вы только посмотрите, они выглядят как маленькие планеты. Какие насыщенные и красивые цвета. А по размеру не больше мячиков для жонглирования. Сделаем нашим рыбкам приятный сюрприз.
Поехали! Вау, вот это красотища! Ну-ка, добавим сразу все. А секрет всего лишь в соде и лимонной кислоте, которые входят в состав бомбочек и обеспечивают главный эффект – шипение и бурление. Кроме того, сода смягчает жесткую воду. Ну а мы продолжаем. И следующий у нас на очереди освежитель воздуха. Он, кстати, тоже неплохо подходит для жонглирования. А не, постойте, не подходит. Ладно, давайте просто распылим его в воде. Посмотрите, как красиво он работает под водой. Как маленький гейзер. Теперь наш аквариум вкусно пахнет. Давайте придадим ему еще и вкус. Наверняка вы когда-то открывали газировку, которую перед этим потрясли. Например, кола лежала в рюкзаке, с которым вы пробежались до автобуса. Или вы случайно роняли баночку на землю. Ну, или танцевали с ней, как с маракасами. А почему бы и нет? И после чего получается огромный фонтан из пены. Вроде вот такого. Признайтесь, ну был же, да? Пишите об этом в комментах. А сейчас мы попробуем провернуть то же самое под водой. Как думаете, получится? И это все? Да уж, словно осьминог выпустил чернила под водой. А может и правда в следующий раз запустить в наш аквариум осьминога? Пишите в комментариях, если хотите это увидеть. Окей, с колой вышло не очень. Нужно что-то более красочное. Давайте возьмем жидкую тушь. Обычно ее используют для рисования, но мы нашли другое применение. Распылим ее в воде. Возьмем два контрастных цвета, темно-синий и огненно-красный. Выдавливаем в воду. Вау, вот так творится настоящее искусство. Просто невероятно. Мне кажется, если сделать скриншот из видео, получится неплохая заставка на телефон. Или даже рабочий стол. Можете попробовать.
Но все же хочется чего-то поопасней, правда? Обратимся к химии и физике. Почему бы не добавить свинец в воду? Для этого нам понадобится обычный аккумулятор. Ведь именно там с 1854 года используется этот химический элемент. Тогда Вильгельм Зинштаден опытным путем установил, что на свинцовых пластинах, погруженных в раствор серной кислоты, при протекании электрического тока накапливается электрический заряд. Теперь, когда мы достали свинец из аккумулятора, его нужно расплавить. Электроплиты оказалось недостаточно, поэтому воспользуемся помощью газовой горелки. Вау, свинец просто тает на глазах. Теперь его можно добавить в воду. Невероятно, он моментально снова приобретает свою твердую форму. Кажется, что мы сыпем в аквариум обычные болты и гайки. Давайте достанем то, что получилось из воды, и рассмотрим получше. Да, на суше это больше похоже на что-то космическое. Круто. Так, а дальше больше. Пора придать этому ролику немного огня. В этом нам поможет вот этот букетик из бенгальских огней и уже знакомые до этого охотничьи спички. Поджигаем. Поехали. Ничего себе, а говорят еще, что бенгальские огни не опасны. Пожалуйста, не повторяйте подобные эксперименты дома. Вы только посмотрите, какой сильный взрыв. Словно извержение вулкана под водой. Да уж, с бенгальскими огнями шутки плохи. Особенно, когда они вместе. Так что, когда будете праздновать Новый год, лучше держите их подальше друг от друга, чтобы ненароком не испортить себе праздник. Окей, видео стало по-настоящему жарким, так что мне кажется, огня в нем уже хватит. К тому же ролик почти заканчивается, а аквариум все еще какой-то слишком чистый. Вам не кажется? Давайте попробуем распылить под водой монтажную пену. Думаю, это должно быть круто. Нажимаем на спуск и... обалдеть! Это как освежитель воздуха, только эффект в разы круче. Давайте выпустим еще больше пены. Смотрите, как это здорово выглядит сверху. Похоже на морскую пену. Ха, получилось неплохо, но на финал нужно что-то запоминающееся. Смотрите, что у нас есть. Это пневмохлопушка. И перед тем, как взорвать ее под водой, предупреждаем, не повторяйте подобные вещи дома. Это очень опасно. Так давайте же взрывать.
Ого, ребята, наш аквариум разбит вдребезги. Удар получился настолько сильным, что разбил стекло. На замедленной съемке вы можете увидеть настоящий водопад из брызг воды, конфетти и стекла. Красиво, но очень опасно. К сожалению, наши рыбки остались без своего аквариума, поэтому мы ищем им новый дом. Ребят, пишите пока в комментариях, какие еще эксперименты вы бы хотели увидеть в наших следующих роликах. И автору лучшей идеи мы подарим наших золотых друзей, а также воплотим его задумку в будущем видео. Если тебе понравился ролик, обязательно ставь лайк, пиши интересные комментарии и личная просьба от меня. Подписывайся на канал. Красная кнопочка подписаться внизу. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнавать о новых роликах первыми. На этом все, ребята. С вами был я, А4. И ждите опять новый ролик. Всем пока-пока.